Ну что ж, всем привет, всем привет, всем привет, всем здоровенько, доброго дня, доброго утра, доброго вечера, доброй ночи. Когда смотрите, в общем-то, этот стрим или в записи, или в онлайне, и у кого какое время, в общем, того вам доброго времени. Значит, сегодня, как уже поняли, вероятно, по названию этого стрима, в общем-то, будем обсуждать и рассказывать о том, как открыть, когда машинку можно. Всякие бывают ситуации. Машинку пригнали к вам на станцию, ключики внутри оставили, сигнализация закрыла дверцу, такое бывает. Также, возможно, хозяин ключ потерял, хотите мошника, в общем-то, привязать ключа или отвязать. До вариантов, в общем-то, целый мешок. Об этом мы сегодня с вами будем беседовать на нашем стриме. Значит, что еще хотел сказать? Ну, как обычно, вот там вот напишите, как меня слышно, как меня видно. Что еще, что еще? Ну, в общем-то, это начало нашего стрима. Всем привет, привет еще раз. Крепкого всем здоровья, хороших клиентов нормальных, и чтобы ваши машинки не ломались. Пока народ у нас собирается он обычно не сразу и не очень быстро. Значит, расскажу, напомню, значит, что у нас где находится. Значит, приветствую, Александр. Значит, вот у нас наш чудный рабочий стол. Ну вот, в общем-то, наш канал замечательный. Значит, вот наш сайт, на который можно заходить. Вот наш, значит, телеграм-канал, на котором уже у нас 363 человека, причем 52 сейчас онлайн. И, понятное дело, наш замечательный форум. Приветствую, Вадим. Значит, что у нас есть на нашем форуме, появилось из нового, а без этого никак. Значит, заходим в документацию. Что можно найти в документации? Маски процессоров Motorola я выложил. Сегодняшний стрим, который мы будем обсуждать, значит, как открыть машинку без ключа. Здесь есть замечательная ссылка, открывается, правда, очень долго. Здесь нарисованы схемы по открыванию различных машин. Привет, Роман. Привет, мистер технологист. Вот, открывается очень долго, там большой очень архив. Вот, может быть, разобью на части, положу, если интересно будет. Также сегодня по просьбам трудящихся приветствую Техно КГ. Тоже в коммерческой ветке сделал покупка-продажа блоков управления. Если кому-то какой-то надо, пишем здесь. Ну и, соответственно, пока тема пустая, база у меня богатая довольно. Ну, со временем, я думаю, на днях начну ее забивать, что есть по блокам, потому что народ часто спрашивает. Вот, база будет не полностью по всем блокам, но основные, которых много, скажем так, которые залежались и так далее. Я сюда. Ну и вы свои тоже, конечно, можете блоки, которые вам нужны, либо которые сами продаете, у вас залежались, можете тоже сюда выкладывать. Ну, единственное, что из немаловажных правил, надо будет написать, какая машина, с какой он снят, фотография самого блока. Ну и пометка «Има включен-выключен». Мало ли у кого-то возникнут такие вопросы. И свой телефон, Viber, WhatsApp указывать будете. Вот такое вот у нас будет чудное правило здесь. Ну что ж, смотрю, народ немножко начал подтягиваться. Приветствую, Виктор, приветствую, Алена. Пожалуй, приступим к нашему сегодняшнему с вами стриму. Сейчас я на себя переключу. Значит, как тут вот посоветовал Вадим в самом начале нашего чата, самое простое средство это, конечно же, молоток. Но, в общем-то, это не наш метод. Молоток мы отложим, пожалуй, в сторону. И сегодня к нему возвращаться мы не станем. Потому что это не тот инструмент, который мы будем изучать. Так, Сали, если заказывать инструмент, то некоторые вещи как бы вне закона. Тут немного спорный момент. Этот момент мы еще затронем. В принципе, с таким же раскладом можно винить того, кто покупает, например, ножик.
Вдруг вы покупаете этот инструмент для работы. На каком основании, если тем более вы официально являетесь СТО, там, ну, допустим, или какой-то организацией, представляете индивидуального предпринимателя, привет, Сорбон, вот, если вы являетесь, ну, собираетесь официально оказывать услугу, то почему этот инструмент считается незаконным? Это я, честно говоря, не знаю. Также можно того, кто пошел в магазин и купил ножик, арестовать сразу за то, что он собирается кого-то убить, да, а не колбасу пойти резать. Может, вы свою квартиру собираетесь открыть, может, вы собираетесь научиться, может, вы собираетесь за деньги оказывать услугу по вскрытию замков. Так что, откровенно говоря, я не знаю, чем это может быть вызвано, незаконная, скажем так, продажа или покупка этого оборудования. Это вы же не собираетесь ни за кем следить, это не оборудование для наблюдения за кем-то, слежки. Вот, собственно говоря, такая картина у меня и произошла, когда я покупал свой первый наборчик. Меня пригласили, я объяснил ситуацию, говорю, в общем-то, ничего законного, я являюсь представителем индивидуального предпринимателя, ну, тогда частное унитарное предприятие мое работало, приветствую, Сергей, вот, на котором я сказал, говорю, типа, это самое, ну, закон я не нарушаю, я собираюсь просто начать открывать замки людям, вот машина у кого-то стала, и просто оказывать услугу. Приветствую, Джонас, тоже. Значит, что у нас дальше получается? На чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы убрали молоток. Потому что, в общем-то, в нынешних некоторых машинках стекло стоит ну, дороже, чем у некоторых зарплата. По этой причине, в общем-то, это абсолютно не наш метод. Мы сегодня, пожалуй, давайте изучим более цивилизованные, скажем так, методы вскрытия замков. Немножко пройдемся поверхностно по инструменту и, само собой, ну, полностью просто мы эту тему затронуть не сможем. А на наших замечательных курсах, сейчас я вам покажу куда что, вот на нашем сайте, открывается, вот курсы, здесь тема у нас будет затрагиваться в этих курсах, касаемо где иммобилайзера. Я думаю, в принципе, по вскрытию замков, если у вас есть интерес, можно будет затронуть, сделать отдельный курс. Кстати, мне кажется, это довольно неплохая идея. Сделаем еще один, скажем так, этап, который включим вскрытие замков. Вот такая вот тема, и там, скажем так, более плотно пройдем по этой теме. Также не забывайте, пока отступлюсь, что можем оказать помощь в отключении иммобилайзера, пин по вину, пин по дампу прошивки установить, иммобилайзер отключить, ключик привязать, все это на расстоянии, краш погасить, ремонт блоков управления и все с этим связано. И понятное дело, консультации, все это можно получить на расстоянии у нас. И также, что такое у нас замок из себя представляет? Давайте сначала пройдемся в общем по этой теме, а потом немножко глубже, скажем так, покажу кое-какой инструмент. Ссылки, кстати, вот внизу есть на некоторые из этого инструмента, который является обучающим. Для что-то из него можно использовать для работы, что-то нет. Но об этом я вам расскажу немножко позже тоже. В общем-то, без этого никак. Приветствую, Клок Андрей. Вот, значит, о чем я хотел рассказать. Итак, что такое у нас замок? Давайте посмотрим. В общем-то, в машине замок из себя представляет примерно такую же самую конструкцию. Есть, конечно, отличия. Бывают двухсторонние замки, бывают, ну, в общем-то, целая куча. В общем-то, видите, ключ у нас вставляется. Давайте я крупнее сделаю. Вот так вот. Значит, смотрите, когда мы вставляем ключ, у нас вот эти вот чудные ползунки под номером 5, это которые запирающие шрифты, пины так называемые, становятся, вот когда видите ключ, он поддавливает на каждый зубчик с разной силой, пневмодомкраты и клинья и крючки, очень удавка самопальная. Ну да, может быть. Так, у нас получается, что эти штифты становятся на пины сами.
становится на один уровень. И это позволяет провернуть замок. Когда ключа, само собой, нет, пружинки эти штифты выталкивают, и у нас получается, ну, в общем-то, не дает провернуть. То есть вот этот штифт, получается, зеленый, он выходит сюда и перекрывает сам поворотный механизм. Когда мы вставляем ключ соответствующий, но в данном случае мы рассматриваем такой ключ, то, приветствую, Равиль, у нас получается, что штифты становятся вот на один и тот же уровень, и это позволяет совершить проворот самого замка. То есть это, в общем-то, чтобы немножко представляли, что такое замок и что он из себя представляет. Понятное дело, бывают замки, я по-научному не знаю, как говорить, с отверстиями посередине, по бокам и так далее. Но принцип у них у всех остается абсолютно идентичный. Выставляют пины и дает право повернуть его. Вот, вернемся дальше, значит, очень хорошим, скажем так, инструментом для начальных тренировок является вот такой вот замочек. Значит, что он из себя представляет? Как видите, здесь у нас конструкция полностью видна для того, чтобы видеть и тренироваться, как им пользоваться. Видите? Проворачиваем ключ, когда вставляем, видно, видите, не знаю, видно, не видно, штифты стали на разное расстояние. Когда мы ключ вставляем, иди сюда ключ, видите, штифты все стали на абсолютно идентичное расстояние, то есть одинаково утопленные. И все, можем провернуть замок. В общем-то, такой замок является, ну, как бы не по-любому не взломным этим самым инструментом, ничего такого, а для тренировок, в общем-то, довольно неплохой экспонат. Также, как я говорил ранее, под видео, сейчас я переключусь. Привет, Виталий, привет, Заур, привет, Озма, привет, Гарик и привет, Равиль. Вот, значит, ты видишь, опять не туда попал. Так, секундочку. Ссылки эти, кстати, у нас есть тоже на форуме. Давайте зайдем туда. Сейчас я переключусь. Вот наш форум. Продажа, значит, оборудования китайского всякого на хороших продаванов. Оборудование для коммерческая ветка. Вот у нас тут тоже Nissan Consult кто-то продает. Так, проверенные ссылки на Китай. Опускаем вниз до инструмента. Инструмент, ты где делся? Вот инструмент, значит, и, соответственно, тренировочные отмычки. Заходим по этой ссылочке, что мы видим? Вот они у нас открылись. Сразу скажу, по надежности они полные Г. То есть, ну, скажем так, для реальной работы они абсолютно не приспособлены. Их хватит, ну, буквально там, может, на 2-3 машинки, если уже открыть, скажем так. И то, может быть, даже не получится. А для тренировок, в общем-то, идеальный вариант. Ну, из-за него, мне кажется, наказать в принципе не могут, потому что это, в общем-то, открывать серьезные замки оно не даст возможности. А именно потренироваться, поучиться с этим, в общем-то, абсолютно даже без проблем. Итак, вернемся обратно. Вернемся обратно. Так, да, это игрушка. Я о чем и говорю. Это исключительно для тренировок. Само собой, с этим инструментом что-то серьезное сделать, в принципе, ну, просто невозможно. Вот, как я говорил ранее, значит, покажу вам уже тогда этот инструмент тоже, да. У меня тут, вот он, вот этот такой вот для новичков, вот, который идет с этим ключиком вместе. Это, ну, очень ненадежно. Он очень ненадежный, если для работы использовать, а для тренировки вполне так себе и ничего. Также, что у нас еще есть, вот такие чудные своротики. Значит, как оно работает? Вставляем в ключик. Это у нас фордовский поворотный механизм. Значит, как оно работает?
Вставляем, значит, в замок, делаем проворот одного сегмента, второго, третьего, и вот так вот по очереди выставляем. И, понятное дело, вот тут есть более тонкая вставка сама, вставляем в замок, и надо оказывать на нее некоторое давление. То есть немножко нажимаем, и вот так по одному пину подправляем, и оно уходит. Ну, как я говорил ранее, здесь учить, наверное, сложно будет, это будем более подробно проходить на курсах, а остальное уже детали. Ну и само собой вот такой вот свороток, тоже неплохой. Это уже для фольксвагенов. Вот. Ну, также, как я говорил, есть более толковый, более серьезный инструмент, но ссылок на него я не дам. В принципе, его вы можете найти и сами. Также скажу, что на Алике я его не нашел. В принципе, заказывал с Бангуда. Тоже неплохой довольно сайт. Если будет интересно, то, само собой, в общем-то, ссылками тоже поделюсь попозже, но это уже, наверное, будет на курсах, кто будет на курсы ходить. Да, Андрей верно говорит, верных названий я не знаю. В общем-то, сам самоучка, если можно так сказать. Сколько не пытался записаться на курсы на какие-то, нигде не мог найти по замкам. По результату, в общем-то, учился всему сам. Так, вопросы пошли по отключению, можно задать. Это не в этой теме, либо в конце, Денис. После самого стрима можно будет, ну, в общем-то, задавать вопросы по этому поводу, по поводу иммобилайзера. Так, это, в общем-то, вот такой вот чудный инструмент. Мой наборчик основной. Также есть, скажем так, более качественный инструмент. Показывать его здесь, пожалуй, не буду, не по причине того, что мне жалко его показать, а по причине того, что, может быть, появятся люди, которые не совсем правильно захотят понять смысл этого видео, поступать не совсем правильно, и, в общем-то, не будем нарушать закон и не будем учить, значит, людей, которые могут не заниматься этим официально. Вот, по этой причине продолжим немножко дальше. В большинстве случаев необходимо у нас что сделать? Отжать стекло. Для отжима стекла используем вот такую вот чудную штукенцию. Тоже к этому пришел сам, хотя об этом, наверное, все и так давно знают, про эти штукенции всякие. Ссылка, кстати, на нее тоже будет внизу под видео, помпа называется. Поначалу, когда, в общем-то, решил только этим чудом заняться, купил себе, ну как купил, теща отдала штуку эту, на рукав наматывается, давление мерить. Приехал, наверное, выглядел как совершенный дебил. Да, верно, Павел Диагност говорит, только не совсем. Код Грабер это немножко уже более на электронном уровне, оно перехватывает. Вот... Приехал, значит, к машинке надо было открыть, с этим, который давление мерит, ну, вроде накачивает нормально, думаю, четкая тема. Буквально только начал жмякать на эту помпу, да, ну, минут 5 даже не нажмякал, минуты 2 от силы, и она у меня просто банально лопнула. Поэтому, в общем-то, вот эта штука намного надежнее, она и стол может, и даже шкаф поднять при желании. Так что, в общем-то, однозначно рекомендую. Вот она у нас накачивается. И не сжать. И потом стравить воздух можно, фитилек открыть. Вот такая вот штукенция. Иногда надо отжать. В общем-то, что, где, как отжимать, есть картинки. Вот на форуме я вам показывал ссылку. Там есть картинки, куда что подлазить, куда что и как. Также немаловажная фишка — это налобный фонарик будет. Чем она хороша? Можете выставить любой угол и... как я обещал ранее, кстати, этого фонарика, ярче, тише. Руки у вас свободны, можете делать все, что хотите. А руки вам для работы надо обычно 2. Да, вот верно, Оз Мороз подметил. Это тонометр называется, та штука, которая у меня подло лопнула и меня подвела. Я приехал, насмотревшись всяких роликов интересных по интернету,
значит, вот эту документацию, которая там на форуме, куда я говорил, зайти. Думал, все, сейчас приеду, открою, я там мегагуру. Приехал, она у меня тупо лопнула. По результату подложили 2 деревяшки, вырезали, там в частном секторе машинка стояла. И очень аккуратно, чтобы не поцарапать, но это опять же длительная процедура. Что также можно? В старых машинках, где есть у нас пимпка эта, которая вылазит, нажимается сам фиксатор, использовать можно обычную веревку. Единственное, что обычная веревка не всегда может в этом помочь. Например, если взять Audi годов 2000-х, которые пошли, если вы находитесь внутри, надо 2 раза быстро дернуть за ручку саму, только тогда она откроется. В общем-то, этот вариант нифига не прокатывает. Как, в общем-то, делается с этим вариантом? Делаем вот такую вот чудную петличку, отжимаем стекло само, иди сюда, петличка, получается спереди, сзади, накидываем через отжатое стекло вот так вот эту петличку на саму эту пимпу, и вот так вот тянем за веревочку, тянем, и она у нас стягивается, и потом спокойненько отштопыриваем ее. Вот такой вот вариант. Да, само собой, не все машины подушками можно отжать. Тут, опять же, варианты все довольно различные. Некоторые придется использовать, в общем-то, вот что-то из этого набора или еще более серьезное, о чем я говорил немножко ранее. Андрей абсолютно верно подметил. Но, опять же скажу, немаловажное значение имеет практика. Поэтому, в общем-то, если хотите заняться этим делом, для начала вот такой замочек с этим дешевым набором я бы, наверное, порекомендовал. В принципе, довольно неплохая даже тема для того, чтобы немножко потренироваться, сами руки чувствительность развить и так далее. Также вот всякие такие штукенции тоже понадобятся, пластмассовые. Для чего? Где-то что-то отжать, где-то что-то подвинуть. Понятное дело, оно предназначено эти пимпы доставать, защелки всякие. Но их можно использовать и для этих целей. Кстати, ссылка тоже есть внизу под видосом. Думаете, это все? Нет. Еще пройдемся по вот таким вот приспособлениям. Что это у нас такое? Ладно, давайте я немножко покажу поверхностно, хотя бы по принципу, как этим вообще всем надо пользоваться. Смотрите, грубо говоря, берем замок, который надо открыть. Вставляем такую штукенцию снизу, чтобы она не мешала вот самим вот этим верхним пимпкам, в сторону, в которую должен отворачиваться замок. И пальцем держим, немножко слегонца нажимаем на нее. В это время подбираем, значит, саму приспособу, которая более удачно будет для этого замка. Просовываем ее с обратной стороны, начинаем с дальнего пина и постепенно, вот так вот, не забывая нажать вот пальцем вот этим вот сюда, ну вот как он сворачивается, начинаем подрабатывать по этим всем пинам и потиху их смещать. И, в общем-то, такова процедура. У нас получается первый пин, не знаю, видно, не видно, мы вот вставляем, блин, не может сфокусироваться нормально. Видите, вот у нас пин ходит, этот крайний самый. Вот, получается, мы вот так по одному пину все это, значит, смещаем, и по результату, не забывая нажимать в сторону открывания замка, у нас получается, что замочек у нас щелк и отщелкнулся. В общем-то, вот такое вот. Но это сам принцип, понятное дело. Еще раз повторюсь, здесь я вас этому не учу. Продолжим дальше. Смотрите, есть также вот такой вот чудный приспособ. К нему в комплекте идет у нас такие же защелочки поворотные для того, чтобы ставить на излом работало. И, соответственно, идут вот такие вот насадочки. Также такой инструмент можно делать из
Значит, моторчиков целая куча, их есть вариантов. Об этом я всем буду рассказывать. Что она делает? То есть, видите, я нажимаю, и вот этот усик у нас начинает бегать. То есть мы, получается, поворачиваем, нажимаем на сам замок, куда он должен поворачиваться, и начинаем вот этой штукой так гонять туда-сюда. И вот этот усик, он, получается, по очереди перебирает, чтобы не вручную сидеть, по одному каждый пин выбивать, а вот так вот, хлобысь, 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 и у нас получается своротик вот такой. Довольно удобная штука, видите, тут насадок целая куча тоже под разные углы. Нажимаем, а вот эта штука у нас бегает вверх-вниз. Довольно удобная штука тоже, иногда упрощает саму процедуру. Вот, также, что у нас есть еще из таких интересных приспособ? Из таких интересных приспособ у нас есть вот такая чудная приспособа. Кстати, на них тоже ссылка внизу есть. Что это такое? Нажимаем, сворачиваем. Насадочки у нас под разные замочки есть тут. Вставляем внутрь. И оно проворачивает. То есть для чего это надо? Смотрите, если пином, допустим, подкрутили какой-то замок на один оборот, а необходимо сделать два оборота, ну, допустим, для того, чтобы оно отработало. Для этого предназначена вот эта штука. То есть мы сместили чуть-чуть на полоборота сам вот этот механизм поворотный, потом вставляем эту штуку, нажимаем, и она очень быстро делает эти два дополнительных поворота, которые, чтобы второй раз нам эти пины подбирать на второй поворот не надо было. В общем-то, такая штука. По названиям, честно сказать, ну да, наверное, флиппер, потому что флипает. Вот, так что довольно тоже удобная приспособа. Вот, как я уже говорил ранее, что еще нам затронуть из инструмента? Наверное, в принципе, из того, что я простое хотел показать для новичков, это и все. Вот этого будет, мне кажется, достаточно. А дальнейшее уже зависит либо от вашего желания чему-то научиться самому, либо, как говорится, добро пожаловать на курсы. Там научим тоже. Этому всему мне не жалко. Вот такие вот делишки. Теперь, наверное, задавайте свои вопросы различные. Также по иммобилайзерам можете спрашивать. Ну, в общем-то, задавайте вопросы на абсолютно любые темы, которые вам интересны. Касаемо вот этого всего и не только. Касаемо вообще наших тем по иммобилайзерам. Как я говорил ранее, серьезное оборудование показывать сегодня я не буду на канале. Ну, потому что, в общем-то, не будем нарушать закон, скажем так, мало ли и учить. Мало ли кто-то захочет посмотреть видеоролик, ну, из тех, кто собирается заниматься незаконными делами. Поэтому учить этому мы не будем тоже. И показывать более серьезное оборудование. В смысле, откуда? Сейчас в Минске нахожусь. А где еще могу быть? В принципе, ну, катаюсь много. Беларусь, Беларусь. В общем-то, в основном в Беларуси нахожусь, Андрей. Вот, спрашивайте еще, задавайте всякие вопросы. Также, в принципе, наверное, да, более серьезное оборудование показывать я не стану. Вот, и ссылки покажу вам еще раз, где можно посмотреть по интересному. Заходим отсюда вот на форум. На форум идем вниз, идем вниз, идем вниз. Документация. Погода у нас сегодня снег был, вчера был снег, сегодня с утра что-то непонятное, то дождь, то слякоть, и после обеда у нас нормалек, погодка стала. Так, стояночка, что-то я отвлекся. Инструкции к сигнализациям. Вот здесь вот эта ссылочка очень долго открывается, потому что там большой довольно архивчик. Как я говорил ранее, может быть, сделаю здесь по частям. По частям раскидаю, чтобы так долго не открывалось. Может, кому-то надо конкретно одна машина.
чтобы он не ждал, пока вся эта папка откроется. Вот такие вот делишкалки. Так, еще что-то спрашивают. Так, при закрытии сигналок все замки закрывают. Через секунду одна дверь открывается. Почему? Предполагаю, либо неправильно подключена сигнализация, либо концевик двери, может быть, заведены отдельно концевики двери. Вот, может быть. Мне кажется, это скорее всего либо что-то с концевиком двери, либо неправильно подключена сигнализация, либо проблема с замком. В принципе, вольвочка у нас была одна недавно. Были реальные проблемы с самим замком, и поэтому одна дверь закрывалась и сразу открывалась. Да. Так, железными линейками не пользуйтесь. Пользуемся и железными линейками, если надо открыть машинку. В некоторые машинки приходится залазить через багажник. Я довольно крупный все-таки, как ни говори, хотя и веса сколько скинул. Поэтому, в общем-то, если надо лезть через багажник, либо через какое-то маленькое отверстие где-то там стекла или, не знаю, приспущенное, ну, через стекло-то я залезу, ну, в общем, через маленькое какое-то отверстие надо лезть, то со мной обычный человечек едет, который меньше размером. Приветствую, Михаил. Так, по железным линейкам тоже, в общем-то, как я говорил ранее, там вот где эта ссылка, там как раз по тросикам, по железным линейкам много чего интересного написано. Вот, это касаемо железных линеек. Также тросики, различные проволочки использовать и так далее и тому подобное. Вот, что еще вам рассказать по этому поводу? Что вам еще рассказать по этому поводу? Кстати, по прошлому стриму сейчас покажу вам. Вы пока вопросы задавайте. Вот, по прошлому стриму, когда мы говорили про паяльники, вот я вам обещался показать отсосник с этим самым, с подогревом от 220. Но, как я говорил, в всякие сильные электронные схемы внутрь лазить не надо. То есть это во всякие, скажем так, можно, где разъем, там более большие токи, вот такая штука. То есть это вставляем, нагреваем, у нас получается нагревается само жало. Не надо паяльник держать, а потом отсосником отхватывать, а просто нагреваем, хлобысь, и оно все это, припой весь туда уходит, высасывает. То есть все можно делать одной рукой. Не надо в одной руке держать паяльник, а в другой. Но опять же, как я говорю, для всяких малоточных схем, микросхемы паять я им крайне не рекомендую. Если там машина какого-то старого года, тогда еще можно лезть. А в новые, в принципе, тут 220 вольт, ну и куча всяких этих самых нюансов китайского оборудования. То есть разъемы еще выпаивать можно, а что-то более серьезное крайне не рекомендую. Так, слить прошивку MS41, не калибровки, а full flash, каким программатором и шнурком? Значит, по MS41 я уже много раз говорил, повторяться буду дальше. Как бы это ни звучало, я сторонник выпаивать микросхему. Выпаять микросхему и прочитать, если full более четкий, более качественно считывается только через выпайку. Если мне не изменяет память, там стоит 29 F200, по-моему. Чаще всего AMD-шка ББ. Но могу заблуждаться. По-моему, вообще именно такая. Могу и ошибаться. Так, как и прок китайский кит работает по дампу с ключами. И прог. Не могу сказать, и прога у меня сейчас нету. С ипрогом, калькулятором в общем-то, у меня он есть для экспериментов всяких, но ипрогом я не пользуюсь, поэтому по ипрогу я не могу ничего более точно сказать. В принципе, я не знаю, что-то какая-то несуразица творится. Я и прок, наверное, раза 3 или 4 заказывал из Китая, и он где-то постоянно терялся. У меня, который был, наверное, года 4 назад, безвозвратно был
убит и не восстановлен. Вот, дал человечку попользоваться. После этого, ну вот как-то получается, что до меня ни один ипрок не дошел. Поэтому по ипрогу я не подскажу, не подскажу. Так, делал медную трубочку, а внутри тонкий тросик с петлей, довольно удобно. Кстати, да, тоже вот по поводу вот то, что я про веревочку говорил, иногда ну, ей, скажем так, проще попасть, потому что, как бы это ни звучало, скажем так, с этой петлей, мы когда ее затягиваем, да, то есть вот она у нас получается, ей еще попасть надо, в общем-то, норовиться на этот штырек, чтобы его правильно одеть. То есть, когда у вас две руки, тут стекло с этой стороны мешает. Ну, если практики нету, сделать это, откровенно говоря, довольно сложно и не оперативно. Поэтому, в общем-то, да, как грамотно Оз Мороз подметил, мне кажется, на штырек это сделать, может быть, на трубочку будет и удобнее. Вот, так, ФВДИ. ФВДИ, да, ФВДИ мне нравится. По ФВДИ у нас даже стрим был. Если не видели, можете посмотреть в записи его. Все стримы я не удаляю. Ну, вот так вот принципиально, кто не успел, тот у меня не опоздал в этом плане на канале. Вот, поэтому всегда можно посмотреть стримы в записи. Единственное, к сожалению, уже не сможете в онлайн задать вопросы. В онлайн я на них быстро не отвечу. Можно, конечно, как я уже говорил ранее, в этом самом, как его, господи-то, в Вайбер, WhatsApp, Telegram мне задать вопросы, на них я отвечу, но может быть не совсем быстро. Кстати, вот номер Вайбер, WhatsApp и Telegram мой. Вот, если кто-то хочет спросить. Так, не совсем, конечно, замок, но тоже доступ к машине. Люк. Тот же Passat при переключении ручки на закрытие едет в сторону закрытия почти до конца и заново открывается. Ну, может быть, может быть, может быть. Может быть и так. Вариантов целая куча, в общем-то. Я думаю, диагностика показала бы. Вы ведь прекрасно понимаете, что в диагностике надо не ошибки читать также, а смотреть состояние, показания всех датчиков, всех элементов. То есть заходим в комфорт-модуль, например, в данном случае, и будет видно, замки закрыты, замки открыты, в каком что состоянии находится. Закрываем все, если оно вид какой-то открытый, то, понятное дело, будет проблема либо с концевиком, либо проблема с проводкой где-то, ну, либо с самим, конечно же, блоком. Кстати, что-то не знаю, вспомнил, абсолютно случайно аудюха была, правда, лет, наверное, уже 5 или 6 назад, дизеляка была или бензинка. Сейчас вспомню. Не, была бензинка года 2000 примерно. Да, и все красиво, все хорошо. И в тесте насос гудел нормально, а не заводился, насос не приходило питание. Оказалось, там еще в баке, почти спереди самого бака стоял датчик наличия топлива. Вот, несмотря, кроме самой стрелки и датчика, там еще был один дополнительный, типа аварийный датчик наличия топлива. И датчик этот сдох по результату, да. Везде все красиво, по всем диагностикам и так далее. А этот датчик говорит, нифига, топлива нету, никуда вы не заведетесь, не поедете. Вот, и в виде защиты блокировал сам насос. Хотя через ту же диагностику, в АСИ там или чем-нибудь еще заходишь, проверяешь насос на работу, он гудит, все, молодец, старается, все отлично. А вот заводиться машина отказывалась. И вот исключительно только таким методом, через показания датчиков, можно было установить причину, из-за чего все-таки это произошло. Как лучше всего затруднить доступ к машине? Хороший вопрос на самом деле. Если мы рассматриваем сейчас ситуацию об угоне, закрыть доступ полностью, мне кажется, абсолютно невозможно. Возможно, немножко усложнить угонщику, значит, попытку вообще самого угона ситуацию. И, как говорится, чем надольше оттянете время самого угона, тем больше шансов его спугнуть и обнаружить эту ситуацию. В этом вам помочь может, наверное, только грамотный установщик от самой сигнализации, как ее ставить и так далее.
Не буду наговаривать на плохих установщиков. В общем-то, у меня есть несколько видео на канале о том, как после некоторых установщиков сигнализации машины заводились буквально в течение пару минут. Вот такая вот картина. Не буду говорить, кто плохой установщик. У них каналов я не видел. Ну, этих установщиков знают, наверное, все. Многие у них покупали машины даже. Вот, не будем называть их, да? Ну, вот так вот. Так, как лучше затруднить доступ? Ну, в общем-то, это самый оптимальный вариант. Ну, а по-другому больше никак и ничего. Все угоняемо. Вопрос только время, сколько гонщику понадобится на то, чтобы проникнуть в машину и ее завести. Так, там концевик, скорее всего, антилюк не видит, концевика закрытия, думает, что стекло уперлось в помеху, дает отбой. Ну да, может быть и так. Можно на Ford Transit 99 года, да. Скажу еще проще. Иммобилайзер можно отключить практически на любом автомобиле. Вопрос только в том, какую сумму вы готовы на это потратить. Очень мало машин, в которых иммобилайзер отключить невозможно. Вопрос только, как я говорю, либо будет дорогой эмулятор, либо дорогая обманка какая-то, либо еще какая-то система интересная. Но иммобилайзер можно отключить практически везде. В Транзите 99 года проблем не возникает. Это, в общем-то, довольно древний блок, машина древняя и, соответственно, иммобилайзер отключается тоже. Где-то болгаркой, где-то паяльной станцией. Ну, во всех машинах все по-разному. Все зависит также от блока управления. Так, сообщение 2033 пропустили. Ух, я, если честно говоря, тоже не вижу. И почему-то сообщение удалено отправителем. Елена Авраменко какая-то что-то удалила. Не знаю, кто такая и чего удалила. У меня, честно говоря, время не пишет этого сообщения. Есть какое вы спрашивали. Переспросите, может быть, еще раз. Потому что у меня вроде бы включено отвечать на все сообщения и видеть. Может, где-то что-то проскочило. Какие марки машин максимально затрудняют проникновение? Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я угонами не занимаюсь, не занимался никогда. Само собой, если вдруг надо какую-то машину открыть, перед этим хозяин должен мне показать документы свои. То, что он является владельцем этого автомобиля. По-другому, как бы он ни уговаривал, как бы он ни доказывал с пены у рта, что он является хозяином, пока я не увидел официальных документов, что он является реально хозяином, я не скажем так, не полезу в эту машину и не буду ее открывать. В принципе, вскрытием машин давно уже тоже не занимаюсь. Это больше такое, скажем так, увлечение. Поработал некоторое время, пока занимался выездом. Если кто-то из старых клиентов попросит, я, конечно же, им помогу. Но специально там заниматься, то есть у меня уже нет нигде ни объявлений о том, что помогаю со вскрытием машин. Такие вот картины. Какая сложнее? Да любая открывается. Вопрос, как я говорю уже, зависит исключительно от того, как качественно основана сигнализация и какая система. Больше абсолютно ни от чего. Ну и понятное дело от навыка. Если человек работал на вскрытии каких-то одних машин, то с другими ему может быть немножко сложновато поначалу. А так, в общем-то, нет ничего сложного. Так, Ford Mondeo 3 перегрев по топливу. Расскажите, еще насос холодный. Датчик, смотрите, температурный датчик, смотрите, вполне может быть, что температурный датчик топлива врет. Проводка может быть, в мозгах может быть проблема. Смотрите на самом деле, горячее топливо или нет. Ну, в общем-то, это все, чтобы я... Так, а если доки в машине? Если доки в машине, да, если доки в машине. Если доки в машине, иди, родной, в РОВД ближайший. Паспорт у тебя есть или какое-то удостоверение личности? Возьми справку о том, что ты являешься владельцем этого автомобиля с печатью, как положено. Да, некоторые открывальщики делают без этого, но я считаю, что рисковать своей задницей ради какой-то копейки
помочь вскрыть машину угонщику, это неправильно. То есть есть официально машина, документы на машину в машине, пожалуйста, пошел в ГАИ, пошел в РУВД, взял справку, сейчас это делается довольно быстро, что являешься настоящим владельцем машины. Пришел, показал с официальной печатью, пожалуйста, можно открывать. Так, юридическая часть. Нужно ли присутствие инспектора при открытии? Нет, инспектора присутствия не надо, если вы удостоверены, что это хозяин. Единственное, как говорится, чтобы прикрыть свою задницу, перед вскрытием машины обязательно подпишите с ним договор об оказании услуг. Что этот человек, и проверьте обязательно его удостоверение личности. Паспорт, либо там какая-то еще водительское удостоверение. В общем-то, любой документ, что вы заключаете договор конкретно с этим человеком на то, что вы вскрываете машину по его просьбе. Также рекомендую в сам договор внести различные форс-мажорные ситуации. Например, у него была уже какая-то проблема с замком, в процессе открытия вы замок доломаете. Такое тоже бывает, иногда случается. И это все должно быть учтено. И, само собой, под этим всем должен стоять автограф этого самого заказчика о том, что да, он вас допустил к своему личному автомобилю с целью вскрытия. У вас должна быть эта бумажка. Также неплохо было бы, если бы весь процесс вскрытия и разговора с заказчиком вы записывали на диктофон либо на камеру. Понятное дело, по закону вы обязаны его предупредить о том, что в процессе, то есть в процессе этого всего вы ведете съемку, либо звукозапись. Вот так. Это все должно быть обязательно, и он должен быть об этом предупрежден. Ну и понятное дело о том, что договор, как я уже говорил ранее, в всяких форс-мажорных ситуациях. Потому что, может, у него там какие-то нюансы уже были с замками, поломки, а мало ли вдруг нечаянно сами поломаете, всякое бывает. Чтобы вас потом не сделали крайним и не заставили пойти купить замок за свои деньги. Так, возможно ли установить клон брелка, если утерян исходный брелок и ключи? Ситуация по отдельности и вместе. Все зависит исключительно от того, какой автомобиль. На некоторые можно, на некоторые нельзя. Клон. Клон вы имеете в виду, если утерян сам брелок, кто-то нашел ваш брелок, сделал клон. Я вас правильно понимаю. И ключ, соответственно, да. Касаемо брелков, если это сигнализация обычная, ну, сигнализация, я имею в виду внешняя, не родная автомобильная, это делается вообще без проблем, копия брелка. Если это сигнализация от автомобиля родная, это делает некоторые сложности, но тоже делается легко, немножко хотя более сложно. По ключу сделать копию зависит все от того, какой там транспондер стоит в самом ключе. Опять же, не забывайте, допустим, если берем ключи какие-то с плавающим кодом, как то, например, в некоторых Мерседесах, BMW, да, в принципе, много машин перечислять, пожалуй, не буду, где после каждого включения-выключения зажигания in-out код меняется и у ключа, и у блока иммобилайзера, то, в общем-то, если сделает человек клон ключа, смысл теряется в этом абсолютно, потому что вам достаточно подойти своим родным ключом, открыть-закрыть, либо завести машину, и его ключ уже опять уползает в сторону, и им пользоваться дальше бесполезно. Но, опять же, это касается далеко не всех иммобилайзеров, не всех ключей. Это делается только с некоторыми, если, ну, хотя с большинством, можно сказать. Сейчас, подождите, я свет включу. То я смотрю, потемнело у нас уже несколько. Вот, вернулся я. Значит, как я уже говорил ранее, это делается далеко не со всеми ключами, далеко не со всеми замками. Если, да, в принципе-то, вот такая вот картина получается. В общем-то, сложного, я думаю, в этом ничего нету. Ну, опять же, прописать ключ, ну, я не знаю, все зависит от того, какое оборудование есть у человека. Поэтому немаловажный фактор, если вы все-таки потеряли, как хозяин машины, потеряли ключи свои, да, то, ну, и у вас машина, которая подвержена все-таки угонам, при прописке нового ключа, либо если новый не хотите прописывать, старые необходимо стереть в этой машине.
некоторые сейчас вообще мега маразм пошел, да, пишут брелок со своим телефонным номером, либо номером машины. Это как еще сказать про этого человека? То есть я понимаю, конечно, все верят офигенски в пуританские желания всех вот таких граждан, да, вот он нашел номер машины, обязательно придет его вам отдаст. Это маразм. Это вы наоборот угонщику говорите: моя машина, бери ее, вот она, вот ее номер, да, подходи, забирай, мне она не нужна больше. Это маразм на самом деле. Поэтому, в общем-то, как бы это все ни звучало, не выглядело, по любасику, если вдруг вы умудрились потерять свои ключи либо брелок, обязательно просто едете к специалисту, который находится к вам ближе всего, грамотному, и убираете из иммобилайзера этот ключ, убираете этот брелок из комфорт-модуля, либо с сигнализацией отшиваете его, чтобы на самом деле, потому что, в общем-то, бывают люди находят и ходят просто пим-пим-пим-пим, ходят по дворам, ищет, какая машина запипикает, ну или возле магазинов. Это либо сперли эти ключи, чтобы почистить машинку, либо где-то нашли их. Ну и понятное дело, просто так ходят. Тоже крайне сомневаюсь, что это крайне такие правильные товарищи, увидят пипикающую машинку и отдадут вам ключ. Ну, в общем-то, это опять же мои сугубо личные предположения. Поэтому, если потеряли, обязательно езжайте, обязательно отвязывайте. Не жалейте денег, лучше отдать человеку за отвязку вашего ключа замка, чем потерять свою машину, либо какое-то имущество, которое в ней хранится. Ну, в общем-то, мое мнение таково. Так, надежность ГЛОНАСС. ГЛОНАСС. Да, по сути, обычный зонтик накрывает на раз, два, три. Что такое зонтик? Это система, которая подавляет работу спутников. Про это я рассказывать и про их работу не буду. Вы уж не обессудьте по причине того, что мало ли кто смотрит это видео. И как делать эти зонтики, понятное дело, я тоже здесь рассказывать не стану. Ну, ГЛОНАСС, да, в принципе, неплохо. Хотя, мне кажется, откровенно говоря, какая-то сигналка со скрытым GPS-трекером намного более продуктивна. Потому что ГЛОНАСС, он постоянно ведет свою передачу, насколько я знаю, и вычислить нахождение самого модуля либо антенны особого труда не составит. А грамотно установленная сигнализация делает периодические посылы, и отследить его сканером в принципе невозможно. Вот такая вот картина. Даже снятие аккумулятора сообщит вашему телефону о том, что кто-то полез к вашей машине, и попытался что-то там делать. Ну, любое движение и так далее. Поэтому к ГЛОНАССу я отношусь немного скептически. Хотя, может быть, я и не прав, может быть, это мое сугубо личное мнение. Ну, вот так вот. Так, то есть из дока, в принципе, только паспорта гражданина достаточно и договора с подписью. Ну, по-большему, да, по-большему, да. Тем самым, ну, единственное, я говорю, что в договоре должно быть указано, что вы не несете ответственность за нечаянно свернутый замок, там, ну, и за сломанные какие-то нюансы, в общем-то. Я сам просил юриста, чтобы он мне помог написать правильно этот договор, когда я вскрытием замков занимался в машинках по заказам клиентов. А так. В общем-то, в смысле байки по теме. Истории, да, в принципе, я даже не знаю, что сказать. Была веселая история, как я уже рассказывал, начал про Хонду рассказывать. Поехали, значит, к этой машинке, залезли вовнутрь, попросил заказчик, да, открыли машинку, через багажник со мной полез человек более мелкий, я тогда еще большой был, вообще глобально большой, значит, он говорит, в машине забыл ключи, весь салон облазили, нигде нету ключа. Начали это самое, он расстроился уже, такой печальный уже, я думаю, эвакуатора вызывать, чтобы эвакуатор ехал забирать. Он по карманам искать телефона, находит ключи. Вот это была потеха. Также прикольная тема была, ну, не знаю, прикольная, наверное, грустная немножко. Машинку одну пришлось, в общем-то, возле кладбища открывать.
Значит, вызвали, подъехали, спрашиваем, а где, чего, ключи потеряли и так далее. Ну, там, как человека хоронили, они какого-то родственника своего, то кидать монетки принято в процессе закапывания. И, в общем-то, нечаянно, насколько я понял, из рассказов заказчика, туда ключи улетели от машины. Ну, понятное дело, что туда лезть за ключами примета плохая довольно. Поэтому они решили, в общем-то, побоялись лезть на психологическом уровне туда за ключами, поэтому вызвали для вскрытия машины. Там у них лежал аварийный второй ключ, на котором они потом поехали. Общался потом с этим клиентом, ну, в общем-то, машинка попала в аварию. Видите, видать, человек с того света ее все-таки забрал себе, раз у него ключи были. Вот, ну, то есть попала в аварию и восстановлению не подлежит. Благо, что водитель не пострадал, отделался легким испугом, если можно сказать. Вот такие вот смешные, если можно сказать, байки. Ну, это первое, что пришло по памяти на ум, о чем можно вот рассказать. Можно ли по воздуху перехватывать сигналку? Все зависит от того, какая сигналка. Да, большинство сигналок перехватываются по воздуху, так называемыми код-граберами. Сниферы, код-граберы и подобное оборудование. Как его делать, как его учить, я его не изготавливаю, говорю сразу. Учить этому я не буду, как его делать. Это тоже ни в коем случае, потому что вот это уже становится реально незаконно. Этого я делать не стану. Есть сайты, где продают оборудование, где можно найти схемы. Ссылками я тоже делиться не буду, потому что не хочу нарушать закон. Но по воздуху сигналки можно перехватывать тоже. Вот такая вот картинка. Что еще вам сказать? Скажу вам, ставьте вот здесь вот прямо сейчас, нажмите вот такие штукенцы, там лайк называется, да. Вот, ну и, наверное, будем завершать наш замечательный стрим. Уже, как обычно, около часа разговариваем. Как я еще раз говорил ранее, не забывайте, что можем вам подключить в отключении иммобилайзера, пин по вину, пин по дампу прошивки установить, ключ привязать вам можем, блок подготовить к привязке, консультации различные, Viber, WhatsApp, Telegram. Работаем на огромных расстояниях. Из далекой-далекой Америки обращались, да, вообще со всего света, в общем-то, люди. Есть быстрые службы доставки различные, поэтому, я думаю, особого вопроса не возникнет. Вот, собственно говоря, можем вам помочь в этом всем. Также, как я уже говорил ранее, у нас есть курсы. Сейчас постоянно записываем людей вот на занятия по иммобилайзерам, по автоэлектрике, прочее, прочее, прочее. Я так понял, будем сейчас записывать на курсы по замкам. Вот, я так понял, что людям вроде тема интересная довольно. Вот, также внизу под видосом пишите, какие темы вам интересно было бы увидеть на наших дальнейших стримах. Ну и все, наверное. Ставьте лайки, как я говорил. Здоровья всем крепкого, это самое главное. Крепкого-крепкого здоровья. Всем до скорых встреч. Пока-пока.